Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В далеком будущем, на рубеже 31 века, научные исследования достигли небывалых высот. Исследователи космоса смогли не только увидеть черные дыры, но и обрисовать масштаб неизведанного пространства, заполненного этими таинственными объектами. Принципы их работы стали основой для создания новых технологий, позволяющих людям исследовать более глубокие и опасные уголки Вселенной. Эта история рассказывает о том, что было до этого, и о том, как черные и белые дыры навсегда изменили судьбу человечества. В 2029 году, после многолетних усилий, астрофизикам удалось запечатлеть изображение черной дыры. Это открытие стало сенсацией в мирах науки и философии, заставив людей задуматься о природе реальности. Научный коллектив под руководством профессора Линды Адел рассматривал не только свойства черных дыр, но и возможность существования белых. Последние оставались лишь теоретической концепцией, зеркальными противоположностями черных дыр, которые отталкивают, а не поглощают материю. Научный мир разделился на два лагеря. Одни верили в существование белых дыр, другие же утверждали, что это всего лишь математический артефакт. Однако Линда начала собственное расследование, полной решимости раскрыть занимательную природу этих загадочных объектов. Она изучала не только теории, но и проводила собственные эксперименты, чтобы сопоставить данные старших коллег и более современные наблюдения. Чара искреннего стремления к истине вела ее по морю сомнений и заблуждений. Профессор Адел с энтузиазмом работала над теорией белых дыр. Она представила свои гипотезы на конференции, объяснив, что вместо притягивания материи, белая дыра должна отталкивать ее с такой силой, что не образует аккреционных дисков, словно черные дыры. Ученые с недоверием слушали ее, но некоторые все же начали задаваться вопросами. Почему белые дыры должны существовать? Что если они являются крошечными светилами, выбрасывающими материю и энергию в незримые уголки Вселенной? Линда была уверена, что на пути к разгадке белых дыр лежит неразрывная связь с черными. Она начала искать новые улики и возможности, чтобы подстегнуть научное сообщество исследовать эту гипотезу. Тем временем, в рамках секретного эксперимента ученые на Большом адронном коллайдере пытались создать микроскопическую черную дыру, которая могла бы дать ответы на множество вопросов. Стивен Хокинг когда-то предполагал, что черные дыры могут превращаться в белые. И этот эксперимент должен был стать первым шагом к доказательству этой теории. Линда и ее команда решили наблюдать за изменениями в пространственно-временном континууме в момент столкновения частиц. После нескольких напряженных дней ожидания быстрых результатов, их эксперимент наконец принес неожиданные плоды. В динамике столкновения они увидели четкие признаки слияния двух черных дыр. Слияние черных дыр, как выяснили астрофизики, не было мирным процессом. Более слабая черная дыра была выброшена из новой галактики. Весьма жестокое явление, которое в считанные секунды могло привести к катастрофе для ближайших звезд и планет. Линда заколебалась. Если черные дыры смогут разрывать солнечные системы, что произойдет, когда одна из них сделает шаг в сторону Земли? Несмотря на малые шансы на столкновение с нашей планетой, она знала, что человечество должно сделать все возможное, чтобы подготовиться к подобным событиям. Черные дыры являлись не только разрушительной силой, но и потенциальным источником энергии. Они испускали больше энергии, чем все звезды, видимые из нашей галактики. И это открывало новые горизонты для человечества. С каждой новой находкой Линда все больше убеждалась в важности мониторинга черных дыр и белых дыр, а также в необходимости создания системы оповещения о возможных угрозах. Погрузившись в исследования, Линда и ее команда начали подготавливать наблюдения за черными дырами, выявляя их влияние на окружающие звезды. Гравитация черной дыры сжимала материю, тем самым позволяя зарождаться новым звездам. Это величие создавало внутренний конфликт в душе профессора. Как можно решить, являются ли эти коллапсы в конечном итоге благом или злом для Вселенной? По мере того, как Линда делилась своими открытиями с общественностью, начались споры и дебаты, поражающие воображение. Ученые и философы задавались вопросами о сущности жизни, бытия и роли человечества в этом великом универсуме. Люди начали видеть черные дыры как две стороны одной медали. Одну притягивающую, тасующую, создающую, вторую
разрушительную и непредсказуемую. Еще одним из аспектов исследуемых командой стали червоточины. Легенды о переносах в другие галактики, о том, как черные дыры могли быть воротами к новому миру, вызывали восторг и трепет в сердцах людей. Могли ли белые дыры быть выходом из черных, даруя возможность путешествовать между измерениями? Обсуждения и споры вокруг черных и белых дыр привлекали все больше внимания. В научных кругах рассеялась теория, что белые дыры – это естественная следующая стадия существования черных. И это требовало дальнейшего изучения пределов познания. Работа команды не исчерпывается лишь теорией. Линда организовала несколько экспедиций к черным дырам, чтобы собрать данные и подтвердить свои идеи. Каждое новое открытие стало шагом к пониманию истинной природы этих космических объектов. Сосредоточив механизмы наблюдения, они начали участвовать в реальных наблюдениях астрономических явлений, подчеркивая физические свойства черных и белых дыр. Каждый новый факт погружал их все глубже в неизведанное, обостряя их желание раскрыть светлые и темные стороны этих эпохальных объектов. Линда была полна решимости провести границу между теорией и реальностью, но для этого требовались немалые усилия. Она понимала, что каждое открытие может не только изменить представление о черных и белых дырах, но и о Вселенной в целом и, возможно, о самой жизни. Прошло несколько лет, все старания команды были направлены на раскрытие тайны природы черных и белых дыр. Линда осознала, что их исследования могли навсегда изменить понимание Вселенной. Это не просто сверхмассивные объекты, а ключ к новым измерениям и, возможно, к новым формам жизни. На заключительной конференции профессор Одел сделала пронзительный доклад, выделяя свою индивидуальную теорию. Она предположила, возможно, белые дыры представляют собой новые миры, где все материальные законы работают иначе и время движется не так, как это привыкли понимать. Все присутствующие почувствовали, что они стояли на пороге нового открытия, которое могло вызвать не только научный, но и культурный революционный сдвиг. С замиранием сердца участники слушали ее, как в их глазах зажигается искра надежды. Человечество в своем стремлении к познанию получило возможность открывать не только космические просторы, но и дальние глубины своей души. Линда стала говорить о том, как это открытие способно изменить представление о времени и пространстве, и о том, как важно сохранить эти знания для будущих поколений. Она понимала, что новая эпоха познания не просто освобождает людей от нереальности, но и дает им возможность взглянуть на мир с совершенно другой стороны. Во время своей речи Линда продолжала обсуждать устоявшиеся представления о черных и белых дырах, призывая ученых и философов к коллаборации. Она предлагала создать международную исследовательскую программу, которая бы сосредоточилась на изучении этих феноменов. Человечество должно было извлечь уроки из своего прошлого, чтобы эффективно исследовать будущее. Это был единственный способ понять свое место в чудесной, но опасной Вселенной. В ответ на ее призыв несколько ведущих ученых мира согласились присоединиться к проекту, сформировав международную команду, обладающую различными знаниями и опытом. Согласно их новым планам, они собирались создать тематические лаборатории на разных континентах и в космосе, в которых ученые могли бы работать вместе над проблемами черных и белых дыр, разрабатывать методики наблюдения и эксперименты. Линда знала, что впереди было множество вызовов, но уверенность в том, что их усилия окажут неоценимое влияние на будущее человечества, вдохновляла ее. Все вокруг понимали, что наука – это не только область экспериментов и расчетов, но и поиски глубоких истин, способных объединить людей и направить общество в светлое будущее.